Привет! Сегодня поговорим об Apple Watch, а точнее об опыте их использования. Я ношу Apple Watch уже более 7 лет с июля 2015 года. У меня были Series 0, стальные Series 5 и Series 7 на 41 мм. За это время накопилось достаточно много того, о чем можно было бы рассказать, но чтобы не говорить обо всем подряд, я выделил 7 пунктов, из которых состоит повседневный опыт взаимодействия с этими часами. И пойдем мы от наименее значимых пунктов к наиболее важным. Видео будет полезно всем, кто до сих пор не решился на покупку этих умных часов и не знает, какую именно версию купить и стоит ли покупать вообще. Плюс это видео будет актуально в ближайшие несколько лет, так как все демонстрируется на самой актуальной операционной системе WatchOS 9, а глобальных изменений в логике работы системы скорее всего не случится. Ну что ж, начинаем? Итак, наименее важный 7-й пункт списка – сторонние приложения. К сожалению, за 7 лет существования часов Apple, похоже, так и не смогла объяснить разработчикам или разработчики не захотели понять, почему им нужно создавать приложение для Apple Watch и нужно ли вообще. Как человек, у которого в какой-то момент было установлено на телефоне более 300 приложений, у меня всегда была возможность посмотреть на самые разные приложения для часов. К чему я в итоге пришел? Вот что установлено на моих Apple Watch сейчас. Из всего этого списка лишь несколькими приложениями я пользуюсь на регулярной основе. Это умный дом.ру, чтобы открыть дверь домофона, Juice Watch, чтобы отслеживать заряд на телефоне. Очень удобно, когда ставишь телефон на зарядку и не хочешь подходить к нему, чтобы проверить прогресс заряда. Яндекс.Музыка для переключения треков. Кстати, загружать свою музыку на часы, чтобы слушать ее потом без телефона, к сожалению, можно только через Apple Music, которым я не пользуюсь. И Fitness Online для просмотра списка упражнений в спортзале. Еще достаточно удобно ориентироваться по пешему маршруту через приложение 2GIS. Для этого нужно построить маршрут на телефоне и затем открыть приложение на часах. Остальные приложения использую крайне редко. Да, иногда удобно зайти и прочитать новые сообщения в Telegram, но только прочитать. Писать сообщения через Apple Watch – то еще удовольствие. Иногда можно зашазамить незнакомый трек, но шазамом я в 100 раз чаще пользуюсь на телефоне, потому что просто удобнее. И вот этот вопрос удобства чаще всего и определяет то, насколько часто вы будете пользоваться на часах конкретными функциями. Многое из того, что предлагают сделать сторонние приложения, гораздо проще и удобнее сделать на телефоне, даже если придется снова достать его из кармана, разблокировать и запустить нужное приложение. Это все еще будет проще и быстрее, чем пытаться сделать то же самое на часах. И не в последнюю очередь низкая популярность сторонних приложений связана с тем, что их очень неудобно искать. Это либо App Store на часах, где ты вынужден выбирать приложение на маленьком экране, либо App Store на телефоне, где ты ищешь среди миллионов приложений для iPhone в надежде найти то самое, у которого будет версия для Apple Watch. Раньше, кстати, было гораздо удобнее, когда часовой App Store был встроен в приложение Watch на iPhone, и можно было искать приложение для часов прямо там. Но в новых версиях WatchOS Apple, к сожалению, убрала эту возможность. Похоже, это было сделано для более явного позиционирования Apple Watch как standalone, то есть независимого от других устройства, но, по-моему, этим действием они только снизили удобство поиска сторонних приложений и забили еще один гвоздь в крышку их гроба. Следующий пункт – встроенные приложения. Здесь все гораздо лучше, чем со сторонними, ведь встроенные вы будете использовать гораздо чаще. Калькулятор, сообщения, календарь, таймеры и секундомер, телефон, пульт камеры, wallet и внезапно фото – это те самые приложения, которые вы, скорее всего, будете использовать чаще, чем остальные. Немного подробнее здесь стоит остановиться разве что на тех приложениях, функционал которых не самый очевидный. Например, с помощью приложения пульт камеры вы можете удаленно управлять съемкой фотографий на вашем iPhone, устанавливать таймер, переключаться между камерами и приближать изображение, если это необходимо. Приложение фото может отображать до 500 фотографий из любого выбранного альбома. Очень удобно иметь доступ к этим фотографиям, когда телефона нет под рукой. Можно открыть это приложение на часах и быстро найти нужную фотографию. У экрана Apple Watch всегда была и остается очень высокая плотность пикселей на дюйм, из-за чего фото даже на таком маленьком экране выглядит отлично. Ну и приложение Wallet, даже несмотря на то, что Apple Pay на данный момент на территории России недоступен, в этом приложении все еще удобно разместить все самые нужные карты лояльности от магазинов. Я, например, часто пользуюсь картой Перекрестка.
И когда вы открываете карту, часы автоматически повышают яркость до максимума, поэтому на кассе не возникает проблем со считыванием штрих-кода. Кстати, у WatchOS 9 починили стандартный календарь, и теперь его снова можно просматривать в формате обзора всего месяца, а также добавили возможность создавать события прямо на часах. На предыдущей версии OS в календаре можно было просматривать только текущий день и несколько следующих. Такие приложения, как диктофон, компас и рация, я не стал упоминать, так как по личным наблюдениям их используют не особо часто. Ну, кстати, компас показывает вашу высоту над уровнем моря благодаря встроенному альтиметру. Диктофон можно использовать для записи звонков, если говорите по громкой связи. А о приложении рации ранее рассказывал Wylsacom. Следующие 8 приложений открывают 5-й по важности пункт взаимодействия с Apple Watch – фитнес и здоровье. Нет, не так. Фитнес и здоровье. И здесь мы начнем не с обзора конкретных приложений, а с описания того, что именно делают Apple Watch, чтобы быть полезным компаньоном для вашего здоровья. И самое популярное – это, конечно же, отслеживание пульса. Часы измеряют его очень часто, делая иногда более 10 замеров в час. А если у вас запущена тренировка, то пульсометр вообще работает постоянно для более точного подсчета потраченных за тренировку калорий. Но данные о пульсе пригодятся не только для точного подсчета сожженных калорий. Гораздо полезнее другая функция Apple Watch, которая группирует все это огромное количество данных о вашем пульсе в отдельные категории, такие как пульс в покое, средний пульс при ходьбе и вариабельность пульса. Это различие временных интервалов между соседними сердечными сокращениями. Например, если вы ставите себе цель избавиться от лишнего веса, как, например, я, вот, кстати, как я выглядел полгода назад, то, отслеживая пульс в покое, вы можете увидеть, что за время, пока вы идете к своей цели, у вас не только тают цифры на весах, но и ваш пульс в состоянии покоя становится ниже, то есть снижается нагрузка на сердце. И, скорее всего, средний пульс во время ходьбы у вас также будет снижаться. Или наоборот, у вас нет лишнего веса, а пульс в покое почему-то стал повышаться. И тогда ваш iPhone пришлет уведомление, что у вас новый тренд здоровья. Вот, посмотри, у тебя за последние 5 недель пульс в покое стал 85 ударов в минуту, а был 60. И, посмотрев на этот график, вы сможете понять, что вполне возможно вам не казалось, а с вашим здоровьем действительно что-то происходит и, возможно, стоит обратиться к врачу. И помимо пульса, Apple Watch также постоянно будут собирать данные о вашей кардиовыносливости, потраченной энергии активности, количестве пройденных шагов и лестничных пролетов, и даже о частоте вашего дыхания, если вы будете надевать часы на ночь. Кстати, о сне. Честно скажу, за эти 7 лет я ни разу не надевал часы на ночь для отслеживания сна. Хотя нет, я делал это в самом начале, еще в 2015 году с приложением Sleep++. Вот в таком виде данные экспортировались в приложение здоровья. Но тогда мне это достаточно быстро надоело. Во-первых, в часах мне было и до сих пор неудобно спать, а во-вторых, я не видел и до сих пор не вижу большой пользы от этих данных, какими бы подробными они ни были. Ну, то есть я и сам прекрасно знаю и чувствую, когда ты встаешь в 7 утра, а спать ложишься в 2 часа ночи, то ты точно не выспался и чувствовать себя после пробуждения тоже будешь не особо. Ведь все мы знаем, что здоровая продолжительность сна почти для всех нас примерно равна 8 часам. Но для этого обзора я все же активировал функцию «Сон на часах» и ежедневно использовал ее на протяжении месяца. И вот какие данные вы получите, отслеживая ваш сон с помощью Apple Watch и установленной на них WatchOS 9. Круто? Ну, наверное, да. Полезно? Да, но только если вы займетесь самостоятельным изучением и расшифровкой всех этих данных. В остальном, повторюсь, скорее всего, вы и без всяких часов хорошо понимаете, ощущаете, когда у вас есть проблемы со сном, а когда нет. Поэтому большого смысла спать в часах я не вижу, особенно если вам это доставляет дискомфорт. Возможно, в будущем с новыми версиями операционных систем эти данные будут более полезны, особенно если приложение здоровья будет не только сравнивать данные между собой, но и делать из них какие-либо выводы и давать советы. И еще пару слов о сне. Если перед отходом ко сну ваши часы будут заряжены менее чем на 30%, то они тактично напомнят подзарядить их перед сном и пришлют уведомление на телефон, когда зарядятся полностью. А вот после окончания сна утром, когда вы уже давно проснулись, часы иногда внезапно пишут вам: «Похоже, вы уже не спите, начать день».
И это происходит, когда вы уже отключили фокусирование, сон, и вроде бы по логике часы уже должны были понять, что вы не спите, но они этого не понимают, и если странное отображение календаря у WatchOS 9 успешно починили, то эту странность Apple побороть пока не удалось. Со сном разобрались, предлагаю перейти к самому интересному – отслеживанию тренировок. Здесь есть о чем поговорить, ведь в WatchOS 9 Apple достаточно сильно прокачали это приложение, добавив детальную настройку для таких тренировок, как бег, велотренировки, а также появилась возможность отслеживать смешанную тренировку – триатлон. Я сам люблю бегать, еще в 2014 году пробежал 42 километра на марафоне «Самарская Лука», поэтому возможность в тренировках по бегу не просто указывать цель пробежать 30 минут или пробежать 10 километров, а детально настраивать периоды для разогрева, ускорение и восстановление меня очень порадовало. Также теперь можно указать не просто цель по дистанции, но и добавить условия, например, пробежать 10 км за 45 минут или бежать в пределах определенной пульсовой зоны. Кстати, эти пульсовые зоны часы автоматически рассчитывают индивидуально для вас, благодаря тем самым огромным количеством уже собранных данных о вашем пульсе. И после установки условий во время бега часы будут говорить вам, что вы отстаете от нужного темпа и вам нужно ускориться, или наоборот, вы вышли за пределы комфортной пульсовой зоны и стоит немного замедлиться. После тренировки вы получите детальный отчет по всем самым важным параметрам – темп, каденс, потраченные калории и, конечно же, пульс с раскладкой по настроенным сплитам и пульсовым зонам. Здесь никак не могу промолчать про болезнь Apple Watch, которая тянется с самого первого их поколения. Они просто чудовищно отстают при подсчете дистанции на беговой дорожке. И да, я калибровал часы, пробежав в них на улице более 2000 километров за все время использования, и они все равно отстают на беговой дорожке. И на самом деле, мне кажется, Apple мало что может сделать в этой ситуации для ее исправления из-за особенностей подсчета дистанции. То есть, если на улице часы считают ее с помощью акселерометра и GPS, то на беговой дорожке они полагаются только на акселерометр, то есть на движение вашей руки. И стоит вам на низкой скорости начать двигать рукой быстрее, как часы сразу же начнут думать, что вы бежите быстро, и станут быстрее считать дистанцию. И вы даже можете на некоторое время опередить беговую дорожку, но если вы бежали, допустим, 5 минут со скоростью 7 км в час, а затем ускоряетесь до 15, то часы быстро начинают отставать, потому что бежать вы стали в 2 раза быстрее, но рукой в 2 раза быстрее двигать не стали. Ну, может, в 1,5 раза. А может, это вообще я как-то неправильно двигаю руками во время бега, и у вас часы на дорожке не отстают? Если так, то напишите об этом в комментариях. К сожалению, у меня не было возможности протестировать велотренировки и триатлон, поэтому буду благодарен тем, кто в комментариях поделится личным опытом по этим тренировкам с Apple Watch на WatchOS 9 и более новых версиях системы. Помимо уже перечисленных всего, с WatchOS 9 часы позволяют записывать более 80 различных видов физической активности. Скорее всего, нужное вам точно есть в списке. ЭКГ. На мой взгляд, одна из самых распиаренных маркетинговым отделом Apple функций, которая в свое время даже стала одной из киллер-фич 4-го поколения Apple Watch. Функция работает хорошо, к тому же за прошедшие годы она неплохо так прокачалась, судя по версии алгоритма. Но вот насколько она полезна, вопрос открытый. Если у вас еще нет Apple Watch, задайте себе вопрос, сколько раз за всю жизнь вы делали ЭКГ. Если всего один или чуть больше, то можете мне поверить, после покупки Apple Watch возможность сделать ЭКГ каждый день не сделает вашу жизнь лучше. И, скорее всего, вы и не будете этим заниматься. А вот если по той или иной причине ЭКГ вы делаете регулярно, то, возможно, Apple Watch хоть немного смогут облегчить вам жизнь. Но к этой функции в часах точно не стоит относиться как к аналогичному обследованию в медучреждениях. Используйте ее только для справки. Все-таки это лишь часы, а не специализированное медицинское оборудование. Остались шум и осознанность. Шум не только быстрее разряжает аккумулятор часов, но и периодически присылает уведомления в стиле «Похоже, здесь слишком шумно, уйдите из этого места, если не хотите повредить органы слуха». Ну или может пригодиться для замера громкости. Я вот недавно замерял громкость щелчков на новой клавиатуре, которую в итоге обменял на более тихую версию. А вот осознанность предлагает две практики. Первая – расслабиться и несколько минут помедитировать, стараясь при каждом новом сеансе погрузить вас в разные состояния с помощью наводящих фраз или вопросов. Вторая практика – сосредоточиться на дыхании, совершая медленные вдохи и выдохи, подсказывая с помощью вибрации, когда совершать вдох, а когда выдох.
Звучит просто, но это действительно очень помогает расслабиться и перезагрузиться. В целом Apple Watch отлично мотивирует больше двигаться и вести более здоровый и подвижный образ жизни. Все перечисленные функции этому только способствуют. Конечно, я не могу сказать, что сам похудел только благодаря часам. Это не так. Но все же они неплохо справляются с ролью персонального фитнес-тренера. А если у кого-то из ваших друзей или родственников уже есть Apple Watch, то вы сможете делиться с ними активностью и мотивировать друг друга, отвечая на уведомления о тренировках. И это еще один плюс в копилку мотивации быть более активным. Самый большой пункт позади, и мы двигаемся дальше. Аккумулятор. И самое время обратиться к потомкам из будущего. Ну как вы там в 2030-м? Уже все с часами на топливных ячейках ходите, которые раз в 10 лет заряжать надо? Или только новых эмодзи добавили? Не знаю, как там у вас в будущем, а у нас все просто. Часы работают ровно 1,5 дня. Да, вы можете выжать из них 2 суток, а может даже 3, если отключите все, что только можно отключить, но какой смысл тогда покупать эти часы? Скажу лишь, что за 7 лет я привык заряжать часы каждый день, но не смог с этим смириться. То есть, если люди в целом уже смирились, что телефон нужно заряжать часто, то с часами, на мой взгляд, это так и не сработало. И поэтому, если вы не хотите париться с частой зарядкой, то выхода только 2. Не покупать Apple Watch сейчас и дождаться новых версий с увеличенным временем автономной работы. Очень хочется верить, что уже в 8 серии Apple не только вновь увеличат размер экрана, но и прокачают автономность. Либо второй выход – Mi Band. Я серьезно, это отличный фитнес-браслет, и если вы не хотите покупать Apple Watch, работающий 1,5 дня, то Mi Band, работающий 7-10 дней, на мой взгляд, единственная альтернатива. Почему? Да, потому что они стоят сейчас в районе 3000 рублей, то есть примерно в 10-15 раз дешевле Apple Watch, и при этом выполняют почти все те же функции. Покупать какие-то другие полноценные и недешевые умные часы для подключения к iPhone, например, от Huawei или Samsung, я не вижу смысла. В таком случае лучше уж все же взять Apple Watch и получить максимум от связки этих устройств, так как они будут дополнять друг друга и отлично работать в рамках экосистемы Apple. Третий пункт. Ремешки. Вот мы и подошли к 3, на мой взгляд, самым важным пунктам. Сразу скажу, если вы планируете купить Apple Watch и никогда не покупать для них новые ремешки, это будет большой ошибкой. Потому что с любыми новыми ремешками вы заметно преображаете внешний вид ваших часов и вновь получаете от них новые ощущения, даже если меняете стандартный силиконовый ремешок на такой же другого цвета. Да, вы абсолютно правы, если скажете, что стандартный ремешок Apple Watch это не просто силикон, а фторэластомер, более мягкий и стойкий к износу материал. И именно поэтому я настоятельно рекомендую попробовать спортивные ремешки из нейлона. Вот такие. Найти качественный аналог ремешка из того самого фторэластомера будет сложно. А вот нейлоновые ремешки на 99% по ощущениям от материала совпадают с оригинальными версиями, а стоят значительно дешевле. Не теряют своих полезных свойств со временем и легко очищаются в той же стиральной машинке от загрязнений, позволяя восстановить оригинальный цвет. И именно из-за высокой стоимости я не стал бы рекомендовать оригинальные ремешки Apple из силикона или нейлона, ведь на них компания накручивает несколько сотен, если не 1000% к себестоимости. Но если есть желание платить 5-7 тысяч за кусок резины, ваше право. А вот с кожаными ремешками ситуация другая. Тут лучше не пытаться сэкономить и купить хороший кожаный ремешок. И не обязательно именно для Apple Watch. Можно купить любой подходящий по ширине ремешок и установить его на ваши часы с помощью вот таких сменных адаптеров, которые тоже можно найти почти на всех популярных маркетплейсах. Насчет стальных ремешков. Мне самому такие не особо нравятся, будь то блочный браслет или миланская петля, но я знаю, что они пользуются большой популярностью, поэтому если вы носите Apple Watch на стальном ремешке, то напишите в комментах, насколько удобно им пользоваться и где вы его покупали. Кому-то точно будет полезно. Второй по важности пункт взаимодействия с Apple Watch – циферблаты. Это именно то, что вы всегда видите первым делом, как только поднимаете ваше запястье, и с Apple Watch вам точно всегда будет на что посмотреть, ведь уже сейчас на них есть выбор из более чем 50 различных циферблатов. Забавно наблюдать, как многие до сих пор ругают Apple за то, что они все еще не дали возможность загружать на часы сторонние циферблаты, не обращая внимания на то, что вообще-то и без сторонних их на Apple Watch уже больше полусотни. Но насколько они юзабельны, спросите вы, насколько хороши?
Здесь я могу ответить так: настолько, что за 4,5 года использования вот этих самых первых Apple Watch, на которых этих циферблатов гораздо меньше, чем на последних моделях, несмотря на это, на протяжении более чем 4 лет я периодически находил для себя новые, удобные и красивые комбинации циферблатов. Дизайнеры Apple точно не зря едят свой хлеб, ведь тот же служебный циферблат до сих пор выглядит одинаково стильно абсолютно на всех моделях Apple Watch. Также стоит заметить, что Apple стремится делать циферблаты не только красивыми, но и функциональными. И я сейчас говорю вовсе не про расширения, которые показывают дополнительную информацию, а про функциональность, вдохновленную классическими механическими часами. Например, циферблат Солнца показывает движение непосредственно Солнца, позволяя легко определить время до его заката или восхода. Циферблат вокруг света не только потрясающе выглядит, но и позволяет отслеживать время сразу во всех 24-часовых поясах одновременно. Но и про те самые расширения тоже нельзя забывать, ведь именно они позволяют добавить почти на любой циферблат ту информацию из встроенных и сторонних приложений, которая нужна именно вам. Я, например, предпочитаю следующую комбинацию. Активность, календарь с датой, текущая температура и таймер. А на этом циферблате мне удобнее отслеживать мировое время, заряд телефона, снова температура и количество пройденных шагов. Похожую комбинацию расширений я использую на многих своих циферблатах. Кроме тех циферблатов, где другие расширения визуально смотрятся лучше. Ну а про то, что почти каждый циферблат можно покрасить в добрую сотню цветов, я вообще молчу. И если у вас Apple Watch Series 5 или более новые, то любой из этих циферблатов будет всегда на виду, даже при опущенном запястье, благодаря всегда активному экрану. И именно поэтому я рекомендую рассматривать к покупке часы от 5 серии и выше. Ведь, во-первых, это действительно удобно, когда не нужно каждый раз крутить рукой, чтобы быстро посмотреть на время. А во-вторых, даже в неактивном состоянии циферблаты сохраняют свой стиль и цвета, дополняя ваш образ. На мой взгляд, часы всегда должны быть часами, а не просто черным квадратом на вашем запястье. И, скорее всего, в новых версиях часов Apple продолжит делать экран в неактивном состоянии еще более ярким и заметным. Вообще про циферблаты, их настройку и сочетание с различными ремешками можно сделать отдельное видео. Напишите, интересно ли вам было бы посмотреть видео об этом. И мы добрались до самого важного пункта, из которого состоит ежедневное взаимодействие с Apple Watch – уведомления. Да, как бы банально это ни звучало, но это так. Это тот самый, на мой взгляд, самый важный пункт, который отличает умные часы от классических. Если с обычными часами в 99% случаев вы поднимаете руку, чтобы посмотреть время, то с Apple Watch распределение будет выглядеть примерно так. 50% посмотреть время, 40% уведомления и 10% все остальное, о чем мы говорили выше. При этом про сами уведомления рассказывать особо нечего. Да, вы будете иногда отвечать на сообщения через уведомления, перезванивать на пропущенные звонки или заходить в определенные приложения. Но чаще всего это будет выглядеть в стиле «О, важное сообщение, где мой телефон?». Кстати, помните уведомления об активности от друзей, о которых мы говорили в пункте «Фитнес и здоровье»? Так вот, отвечать на них можно только с часов и никак иначе. Такой вот эксклюзивчик для владельцев Apple Watch. Ну что, это были 7 самых важных пунктов, из которых состоит опыт ежедневного взаимодействия с Apple Watch. Но не спешите переключаться, выводы. Если вас все еще волнует вопрос, зачем мне Apple Watch и что они будут делать, то среднестатистический ответ, скорее всего, будет звучать так. Чтобы смотреть уведомления, мотивировать вас быть здоровее благодаря фитнес-функционалу и чтобы ставить таймер. Даже несколько таймеров одновременно. При этом не забывайте, что вы платите автономностью за красивые циферблаты и избыточную функциональность. Возможно, вам это и не нужно, и тогда действительно стоит взять фитнес-браслет, тот же Mi Band, который стоит в 10 раз дешевле и при этом почти повторяя Apple Watch по функциональности. Разница здесь в том, что Apple Watch это не только умные часы, но и элемент вашего стиля. По крайней мере, Apple очень хочет, чтобы они ими были. И в целом у них это неплохо получается. Разнообразие вариантов материалов корпуса и его размеров, ремешков и циферблатов этому способствует. И если вы настроились на эту покупку, то я бы рекомендовал брать часы не ниже Series 5, а лучше еще новее. Начиная именно с Series 5, Apple Watch выглядит действительно как часы благодаря всегда активному экрану.
А также они продолжают поддерживаться, получая обновления операционной системы с новыми функциями и циферблатами. На этом все, и всем, кто досмотрел видео до этого момента, хочу сказать спасибо и предлагаю оставить комментарий, начинающийся со слова «циферблат». Так я пойму, что вы досмотрели видео до конца и вам было интересно. А среди всех, кто напишет такой комментарий, оставит лайк и подпишется на канал, я разыграю фитнес-браслет Mi Band 7, который неоднократно упоминал в этом видео, и отправлю его в любую точку России в декабре. Такой небольшой подарок от меня к Новому году. А для меня подарком будет ваш лайк и подписка. Это бесплатная возможность поддержать развитие канала. Для желающих поддержать платно, царский QR и первая ссылка в описании. Итоги розыгрыша Mi Band подведу в моем телеграме. Ссылка на него также есть в описании к видео. Если у вас остались вопросы по часам, смело задавайте их в комментариях. Я по возможности постараюсь оперативно на них отвечать. Это все, и увидимся в следующем видео. О, вы еще здесь? Раз так, то давайте проголосуем за идеи для следующих видео. Мне было бы интересно снять для вас видео о моем рабочем сетапе из 14-дюймового MacBook с процессором M1 Max и монитором Huawei, или, например, видео о моей коллекции портативных приставок, которая скоро пополнится одной свежей моделью. Угадайте какой. Или может просто снять видео с ответами на ваши вопросы про Apple Watch. Пишите ваши варианты идей в комментариях здесь или голосуйте в моем телеграм-канале.